Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада новая. Кому покоя не дает моя удача, мой успех. И что именно во мне так раздражает? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Точно на вас очень похоже. Тут есть смысл смотреть до конца один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Кому покоя не дает моя удача, мой успех? Что именно во мне так раздражает? Так, какая вы? А вы говорите, да плевать мне, что их там раздражает. У меня эволюция. Я в первую очередь ментально мысли свои в правильное русло направляю. Я знаю, что у меня есть я. Если я сама о себе не позабочусь, то кто же обо мне позаботится? Эволюция, рост, развитие, прогресс. Это в принципе как будто бы ваше желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. Тут цветете и пахнете, у кого-то улучшение, в том числе на физическом плане, да, у кого-то выздоровление идет, у кого-то тут как расцветает цветок, как, может быть, косметологические какие-то процедуры, может, элементарно желание за собой следить, ухаживать появляется, может себе какие-то там обновки купить, ну такое вот как чисто женское, знаете, желание нравится и себе в первую очередь, и окружающим. Тут что-то такое. Ну, тут больше не даже о себе. Эволюция, улучшение. Какая вы? Ух ты. Эта карта очень часто выходит. Почти всегда. Яркая, вдохновляющая, талантливая, муза, харизматичная. Умеете фокус внимания на себе удерживать, производить это в первое и следующее впечатление. Энергетика такая, тут прям как райская птица. Умеете подчеркнуть свои достоинства, у кого там роскошные ноги, там все эти разрезы, каблучки, у кого там еще волосы красивые, тоже на это акцент сделаете. Тут женщина с большой буквы, да, такая. Опять-таки, с вас многие берут пример. И вот еще рядом карта Иерофант. Это говорит о том, что тут не просто внешние какие-то... Сейчас, девочки, почему-то карта одиночества переворачивается, но я сейчас ее до конца сейчас уже сигнификацию карты вытащу. Какая девочка на расклад пришла? Ух ты. Для, как говорю, чистоты эксперимента, павлин карта. Это вы? Нет, хотел сказать, это мужчина. И тут мне прям сразу высказать. Нет, это мужчина. Ну, все ясно. Но я же должна была уточнить, потому что тут постоянно наговариваю на этих наших замечательных мужчин. Да, а мы не снимаем ответственности за то, что мы выбор делаем в их сторону. Да, ладно. Так, на вас такие характеристики прям ложатся, смотрите. Иерофант. Тут, я говорю, не просто внешне привлекательная женщина, тут не пустышка. Тут и тут покровительство высших сил. Вас оберегают высшие силы, как будто вас ведут для чего-то. Может быть, для того, чтобы вы в этой жизни воплотили и свою мечту какую-то, свое призвание нашли, раскрылись, реализовались в чем-то. И при этом это будет не просто для вас там кайфово, там, уже не знаю, выгодно, прибыльно, вы закроете там свои какие-то потребности. Нет, это как будто бы вот ваше призвание, ваша миссия, может, пафосно скажу, это принесет радость, наполнение, вдохновение людям, может, поддержку. Вот как-то мне так вот почему-то. Это у кого-то элементарно человек призван помогать людям, может быть, даже добрым словом, делом каким-то своим, может быть, ну, профессиональная деятельность, может, это хобби. Но вот мне идет по Иерофанту, это же
мудрый человек, который не останавливается в своем развитии. И по этой тоже карте эволюция, это вы умеете как-то сочетать тут и внешность привлекательная, и вы знаете, чем взять мужчину, да, если можно так сказать. То есть вы привлекательны для противоположного пола, но тут это только внешне, как обертка красивая, да, как у конфеты там. А тут еще внутренний такой посыл, знаете, запрос, рост души, духовный рост, развитие. Тут женщина, которая не останавливается в этом развитии, планочку поднимает, чему-то обучается, может быть, даже не одному чему-то. Опять-таки, эта карта одна из 6 карт в классике, да, по Иерофанту. Это человек, который приходит, может быть, в жизнь других людей для того, чтобы их чему-то научить, подвести к чему-то. Может быть, поменять их видение мира, мировосприятие, да. В общем, что-то такое, девочки. Замужем можете быть тоже сюда Иерофант. Кстати, хороший наставник, учитель. Может, у кого-то вот это вот талант, он до конца не раскрыт, да. Вы можете как-то, может быть, внятно, доступно там какой-то материал излагать. Если вы этим горите, вам это интересно, там можно, не знаю, даже элементарно как-то хобби какое-то, да, вот вы этим загораетесь, увлечены, и благодаря этому даже вот вы можете как бы других людей увлекать за собой, как идейный наставник, лидер, вот такой вот, что-то тут такое может проигрываться. Так, мамочка хорошая, заботливая, добрый человек. Вообще в этой карте приходит добрый человек. Добрый человек, который столкнулся в свое время, специально уточнила, это не вы, павлин, с каким-то павлином, самовлюбленный мужчина вот у меня вышел. Где-то, может быть, отчасти встреча была незабываемая, да, и неизгладимый след оставила в вашей душе. Но у меня такое ощущение, как будто бы это все уже прошло, ну, то есть это было, да, но вы сейчас выбираете, может быть, тут нет особо парных карт, девочки. Может быть, как будто выбираете свой путь, и вы говорите прям вот эту песню второй день у меня в голове. Я умею летать без тебя. У меня все без тебя хорошо. И было, и есть, и будет. Вот тут как-то эволюция. Я выбираю свой рост развития. Я выбираю, как будто бы вот у меня есть четкое видение, там, четкое или не совсем четкое, но четкое в том плане, что я понимаю, что я хочу быть счастливой. И у меня есть этот потенциал, у меня есть способности, таланты по этой карте проходят. Я столько всего еще хочу в этом мире. И это не особо связано тут с мужчиной. Вот этот мужчина какой-то, он оставил вот эти вот, если можно сказать, зазубринку на вашем сердце. Ну вот, какой он, девочки, ну павлин, ну смотрите, самовлюбленный мужчина, который, не то, что там я одену все лучшее сразу, да, нет, но который привык вот показывать себя в каком-то таком свете, всегда выигрышном, подчеркиваешь, вот у меня там, может быть, я могу себе позволить и то, и то, и то. Очень много какой-то пыли в глаза пускает. Почему я так говорю? Потому что вы вспоминаете, павлин какой. Он теперь распустил, а потом, когда поворачивается, скажем так, не фасадом, да, а другой своей стороной. И там какая-то такая жалкая картина может быть. Ну, в общем, смысл такой, что для мужчины для того очень важно подчеркивать, показывать где-то вот свою уникальность, свое какое-то превосходство, может быть, даже какой-то как пафосный такой, вот у кого-то может так проиграться. Девочки, после встречи с этим мужчиной ваша жизнь изменилась, может быть, вас это подтолкнуло, встреча, общение, вот эти коммуникации, может, у кого-то кто-то пытался выстроить отношения, и они у кого-то не очень-то и получились, а у кого-то даже и ребеночек может от него быть, как вариант. Но в любом случае, это где-то подтолкнуло вас по карте феечка, у кого-то изучать психологию, у кого-то тут конкретная эзотерика, у кого-то, может быть, до конца пытались разобраться, что это было, почему он в моей жизни возник, почему он притянулся, почему я его притянула, почему это такой отклик нашел в моем сердце. Как-то так, тут по карте феи еще на вас характеристика, ну, мечтательная, где-то фантазерка, где-то не то, что там я его слепила из того, что было. Не хочу обесценивать мужчину. Может, он, ну, помимо того, что тут
может быть, красавчик, любит за собой ухаживать такой. Для многих женщин он может быть притягательным, интересным, сексуальным, харизматичным. Он может интересен был для многих женщин, потому что тут, ну, не среднестатистический мужчина, тут не серенький какой-то воробушек, тут павлин сам. Ну, тут как и плюсы и минусы, как в любом человеке, да, если разбирать там уже какие-то там эти характеристики, тут, ну, сами понимаете, мимо павлина ты не пройдешь. А тут вы стали, можно сказать, жертвой павлина, да? Ладно, ну не буду такое говорить. Я не говорила такого. У кого-то проиграется на вас характеристика просто в сочетании вот встречи с этим мужчиной. Где-то нафантазировали себе, где-то приняли желаемое за действительное. Может быть, его отношения. Может, настолько хотели с ним взаимоотношений, что, знаете, как на многое закрывали глаза. Осознанно, неосознанно. Какая-то как детскость, наивность. Кто-то в детстве много сказок читал, кто-то вот фэнтези. Вот такой, может, склад восприятия даже не знаю, мира, если можно так сказать. Там какие-то вы видели подсказки вселенной, может быть, вот волшебство какое-то. Элементарно, как я повторяюсь, эти после дождя машина проехала, вот бензин, да, в луже, и капельки этого бензина, это такие разводы красивые, волшебные на асфальте, на мокром. Ну, я просто по себе сужу. Вот я вот части, вот я понимаю, о чем я говорю, и это меня радует, да. Ну, вот феечка, тут какой-то такой, знаете, женщина, где-то отчасти еще как ребенок у вас внутри, вот этот вот ребеночек, он живет, он может ярко воспринимать вот, краски дня, краски жизни. Ну, это здорово. Вот, допустим, 1000 людей пройдет, пробежит на работу, да, опаздывают, и не замечают там красоты какой-то, там, уж не знаю, может быть, листик какой-то на том же асфальте, да, или там цветочек какой-то, а вы заметите, ну и здорово. Ну, это опять-таки какой-то у кого-то творческий какой-то такой. Вот тут вот талант, я же говорю, может быть, взгляд, вот какой-то иной на мир. Замечаете вы яркость. Ну, здорово. Но вы его тоже заметили. Ну да, его трудно не заметить, такой павлин, конечно. Так, ладно, ну что-то мне сегодня вот такая характеристика. Если вы себя считываете, вы себя узнали, значит, есть смысл смотреть дальше. Так. Кому покоя не дает моя удача и мой успех? Да, для начала посмотрим. Кому покоя не дает моя удача, мой успех. И что именно во мне так раздражает? Кому покоя не дает моя удача, мой успех? Так, на прямых. Что именно во мне раздражает? Что именно во мне раздражает? Кому покоя не дает моя удача, мой успех, и что именно во мне так раздражает? Вот этих вот всяких разных личностей. Кому покоя не дает моя удача, мой успех, и что именно во мне так раздражает? Так. Кому покоя не дает моя удача, мой успех. И что именно во мне так раздражает? Начинаем. Кому покоя не дают ваша удача и ваш успех? Угу. Звезде какой-то. Тут у кого-то тоже амбиции. Ну ничего тоже, ну потому что. Но мы считаем, в принципе, априори у вас есть какой-то успех. И кто-то считает, что вы удачливее. А тут уже, что мне кажется, женщина, не знаю. Ну давайте посмотрим сейчас. Что это? Кому покоя не дает ваша удача и успех?
Женщина или мужчина? Так, на классике посмотрим. Ой-ой-ой. Императрица выскочила. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Женщина. Очень похоже мне вообще сразу на женщину. Звезда больше. Ну, ладно. Ну, хотя... Так, это мужчина или женщина? Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Это женщина или мужчина? Что ж ты будешь делать? Женщина или мужчина? Пожалуйста, покажите. Это женщина или мужчина? Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? О, женщина. Тут она мне перевернулась все-таки императрицей, то есть, ну, подсказочка, можно так считать. Должна учитывать, она может быть замужем, не свободная эта женщина. Женщина на самом деле с холодным, рациональным таким умом, подходом к жизни. Женщина, которая, кстати, своего не упустит. Шансы, особенно если с материалкой связаны. Ух, никогда не упустит. Такая предприимчивая, можно сказать. Как вцепится, как бультерьер, и не отпустит. Так, женщина, для которой очень важно какую-то финансовую свою независимость иметь, это тоже об этом. Свобода, тут какая-то тоже об этом. Больше почему-то мне материальный подтекст. То есть эта женщина понимает, что если у нее будет средства материальные, то она и будет как-то свободна. Опять-таки, холодная, рассудительная, может быть жесткая. Кстати, такие женщины хорошо строят карьеру, и тут у нее чуйка на деньги. Знаете, если, ну, скажем так, ну, опять повторюсь, своего не упустить, не хочу тут особо. В прошлом разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, какие-то печаль. Как будто бы, если любовная история была, то, скажем так, уже такое ощущение, что очень многого не спасешь в этих отношениях. Сама по себе, вот тут так странно по колеснице. Понятно, что хотелось бы ей улучшения ситуации. Разное может быть. Очень важно подпитываться, давать какие-то, чувствовать себя такой, знаете, ну где-то на коне, где-то ей там, ну не обязательно даже восхищаются, но такое повышенное внимание к себе. Опять-таки, что-то достигать, на месте не сидит. Вот тут поездка карта, и тут карта колесничий, все-таки это, знаете, быстрая езда. Кстати, сама может быть за рулем и любить быструю езду эту. Адреналинозависимая, какие-то вот такие эмоции у нее могут быть в плане того, что тихая семейная жизнь, тут тихая семейная гавань, это не совсем ее. По колеснице часто у меня проходят люди, которым очень важно какие-то романы завязывать. Не обязательно это будет приводить прям к чему-то серьезному, но вот такие какие-то яркие эмоции ей важно. Может быть, даже там поездки, романы, увлечения, вот такое, какая-то жизнь, чтобы била ключом. При этом карта отшельник, вот сочетание, вот какой-то, не то, что там человек биполярка, но в то же время я не могу сказать, что она глупая. Она не глупая, она, может быть, поставит цель где-то, и она разберет по полочкам все, как к этой цели подойти, все нюансы учтет, почему-то мне так идет. И тоже по звезде, тут корона на голове, первая карта звезда. Женщина, которая где-то спит и видит себя, тут может даже мало спит. Она будет звезда местного разлива, почему-то добьется каких-то уж тут высот. Талантливая тоже по-своему, где-то какое-то, может, призвание. Может, идет за своей мечтой. Причем она как-то это идет, девочки, мне почему-то идет тут. Идет, но какие-то используют методы. Тут по черной кошке вполне возможно для достижения своей мечты человек может как-то переступать, манипулировать, вот как-то вот за спиной что-то такое, как будто бы, ну это своего рода, да, манипуляция, и как будто человек вот поставил цель, вижу цель, не вижу препятствий, вот по большому счету так. Внешне может быть привлекательно тоже. Но вообще-то как будто бы человек, она не серая мышка, опять повторюсь, она как будто привыкла
к повышенному вниманию, ей бы этого хотелось, вот она в этом всем вот как-то реализоваться, вот блистать. Конкуренция особо не терпит. Тут она одна, как прима в этом, в театре, да, или где там, в балете, там, ну уж не знаю, как это, что тут за балерина или актриса. Ну, я утрирую, но вы понимаете. Тут ей важно эти главные скрипки играть, да, если как правильно говорить. То есть на вторых ролях не, это для нее вообще страшное дело. Опять-таки, вот почему-то мне идет, что вот именно женщина такая хваткая материалку, то есть если где-то почувствует, что это ей выгодно в материальном плане, вот тут вообще даже сомневаться не будет, схватит и будет удерживать. Так, тут так странно, убеждения какие-то, так. Сейчас уточню. Страстная такая, может быть, темпераментная, тут об этом есть. По Луне могут быть зависимости, могут быть созависимые какие-то отношения, в которых, ну, как-то партнер, ну, или она партнера, или партнер ее в любом случае как-то токсично влияют друг на друга. Вот такое может быть. Но она сама по себе мутная какая-то. По Луне мне такое идет. Она может быть и привлекательна, но ее фиг прочитаешь на самом деле. Страстно. Вот что-то захотелось, и все. Чуть ли не пойдет по головам такой человек. Мне так идет. У кого-то может и магию применять. Угу. Ну, такое. Ну, вряд ли. Не буду сюда это... Ладно, так, давайте еще, ну не то, что применять, как будто бы рассматривать варианты, может быть. Но от чувства процента, то женщина, скорее всего, какими-то пользуется защитами, оберегами. Она, скорее всего, боится, что в отношении нее могут это применять. Что негативное это воздействие, тут эта карта часто воспринимается как темная полоса, черная полоса в жизни. Тут может быть повод того, что болезни какие-то у нее, неудачи, вот должно все сложиться, оно не складывается, как ей бы хотелось, да, при этом она вот там уже придумала себе, что вот сейчас я вот там порешаю какие-то дела, приду к своей какой-то цели поставленной, вот, и я буду свободна, там кто-то планирует, может быть, как поездка, отдых, да, и вот тут, а тут как будто бы ее вот форс-мажор, вот эти ее там надежды, вот по косе, тут как будто бы тут коса смерти, это как будто бы все меняется, все может не складываться, какие-то поездки, вплоть до того, что отпуск, отдых какой-то, опять-таки что-то не туда как-то. И у нее вполне возможно, почему-то ей кажется, что карта тут свеча, и тут свеча, карта с одной колоды, да, и тут карта свечи. Карта якорь и иллюзии, объясняю. Перед этим карта защита. Человек может сам ставить эти защиты, ходить к мастеру. Кажется, что на нее магическое воздействие кто-то оказывает. Тут 100% человек пытается закрыться, защититься. Вот тут защита. Выставляют тут что-то такое, прям вот картина маслов. Причем кажется ей, что кто-то там претендует чуть ли не на тут карта якорь, на стабильность, на ее какую-то. То есть, может быть, думает, что кто-то там делает какие-то, уж не знаю, ритуалы на то, чтобы ее материалка покосилась, чтобы ее стабильность, в принципе, когда не как-то бреточка из-под пятой точки у нее вылетела. Но такое что-то. Вот она в этом убеждена, что кто-то против нее, тут какие-то замыслы коварные, тут плетет интриги, сплетни какие-то, может, вот тут такое вот. И карта свеча, она действительно может как ощущать где-то болезни, какие-то как будто бы вот на нее обрушились, где-то как вот тает энергетический пробой, да, если можно сказать. Ну и вот поэтому карта свечи это как чистки какие-то, обращается элементарно, кажется, что весь мир против нее, и что вот это все, и чуть ли не то, что там бумерангом. Нет, она об этом не думает, она просто как будто бы ощущает, ей так кажется, что нужно как-то обезопасить себя, защитить себя, потому что тут очень многое в ее жизни, опять она как сталкивается с чем, что ее какие-то там убеждения, ее вот видение, так как оно должно быть, вот я так себя веду, она может быть довольно-таки резкой, там по королеве мечей, холодной, резкой, какой-то типа принципиальной, хотя девочки тут ради мечты человек может пойти по головам, но тут вот почему-то ей важно показать, что вот у меня такие убеждения, у меня вот такие правила, вот все, вот это мои правила. Показано, что карта смерть, тут как будто бы вот эти все за ее
ну, вот эти такое резкое какое-то поведение, за, может, проявление, за вот эти вот какие-то она как навязывает это вот людям. И тут вот что-то это все как-то токсичненько, как будто бы она сталкивается с каким-то, ну, противодействием, с реакциями других людей. Может, все получается не совсем так, как ей бы хотелось. Вот. И она тут как будто бы старается включить. У кого-то элементарная защита, это на свою сторону даже привлекает в прямом смысле, на физическом плане каких-то людей, ищет единомышленников, может быть, как вовлекает их в это все, как будто бы чтобы люди стали на ее защиту. У кого-то в прямом смысле защита, тут свечи, стабильности какой-то. Но опять почему-то мне показано, что никто тут против нее ничего не делает, никаких там, я уже не знаю, как это сказать, там, никаких-то ритуалов, никаких там гадости особо, ну, ментально понятно, люди могут желать ей, потому что тут 100% люди ей как ответочку желают, чтобы прилетело ей. Но магии никто тут ей ничего тут гадости не делает, потому что ее иллюзия, это ее какое-то видение, что там вот сейчас что-то ей тут сделают такое, или делают, или уже сделали. О, вот такая женщина какая-то чудная, вот такая вот сложная очень, это не то, что там противоречивая, но такая, тут как-то так пограничная, она как какая-то с одной стороны показывает свои какие-то убеждения, вот такие какие-то у нее вот ей важно показать, что она яркая индивидуальность вот этой же женщине, а с другой стороны я прям считываю какое-то как лицемерие, вот что-то такое, как будто бы это все. Когда ей удобно, она это показывает, вот эту вот маску. Когда ей неудобно, это типа выражение какое-то, я уже не помню дословно, оно что-то сродни тому, что вовремя надо менять свои убеждения, да, если хочешь оставаться на плаву. Вот тут что-то такое вот. Тут такая женщина. Так, и что именно... Вот мы разобрали, какая женщина, вот вы не даете ей покоя, точнее, ваша удача, ваш успех в чем-либо, вот это вот бесится. Ну, рядом с вот такой женщиной, я не знаю, тут она должна быть одна блистать, да, не знаю, в свете рампы, то ли софитов, то ли еще где-то, то ли в принципе под солнцем, как будто бы она вообще не терпит конкуренции. Упаси Господи, тут какой-то броненосец, я уже не знаю, танк какой-то. Так, в смысле по энергетике, вот такая переедет, задавит и особо даже не остановится, не задумается. Нет, еще с убеждениями, с какими-то. Ладно, что именно эту женщину, женщина, язык не поворачивается назвать, что именно вот это вот товарища этого, что именно вас так раздражает? Ну вот, первая это ваша карта, часто на вашу сигнификацию. Внешне привлекательно, вот какая-то легкость. У нее совсем другое. У нее хватка бультерьера и по звезде идет к своей цели, идет к своей мечте. Но тут как-то по-другому. Совсем это у вас энергетики абсолютно разные. Вот тут раздражает, где-то то, что вы привлекательная, манкая, яркая. Опять-таки, тут конкурентность, девочки. Тут как будто бы для нее вообще не вариант, чтобы вы там где-то рядом блистали и перетягивали вот это внимание на себя, фокус, чтобы на вас смещался. Нет. Ну, талантливая где-то. Вот то, что вот раздражает вас. Как яркая птица такая, райская птица. Опять энергетика ваша. То, что вот на этой энергетике можно очень многое сотворить, вытворить. Так, что вас раздражает? Что именно вас раздражает? Угу. Так, тут понятно, в конце вообще не понимаю, но сейчас буду по ходу пьесы. Так, раздражает то, что при внешности такой привлекательной, знаете, если просто внешность была, то она уже, может, и успокоилась, там, приняла как должное.
или не очень должное, может быть. А тут вот эта карта говорит о том, что вы не останавливаетесь в развитии, вы готовы перейти на какой-то новый уровень, планочку повышаете, стремитесь к этому. Да? Карта мне еще говорит о том, что вы, может быть, уже тоже созрели к тому, что там какие-то амбиции у вас есть, появились или они были, и вам мало, ну, не знаю, то ли того пространства, в котором вы там находитесь, то ли мало этой какой-то, ну, не знаю, там сферы деятельности, хобби какие-то. Как будто бы вы развиваетесь, и вы стремитесь вот подняться вверх, тоже как будто место под солнцем занять, свою нишу. Вот это вот раздражает, что не просто там сидите, как, я не знаю, какая-то амеба там и ничего и не хотите, вот, а тут вот это вот, что вы как-то беспокойная, вы, ей кажется, что да чё же она не успокоится. А тут вот что раздражает. Так, давайте, что именно вас так раздражает. Тут как будто бы, вот это у меня эти карты вот так вот считаются, но тут белая ворона вы. Не похожи на других. Может быть, другие там молчат, улыбаются и машут, да, или там глазки прикрывают и пытаются там воспринимать ее такая, какая она есть. А вы, может, даете другую реакцию. В принципе, вы не похожи на других. Вас трудно, опять-таки, классифицировать. Даже реакцию вашу просчитать она не может. Потому что, ну выбиваетесь из толпы. Опять-таки, как-то так интересно. Вот эти вот сочетания мне говорит вот подряд о том, что она, может быть, даже сама для себя не ожидала, что вот вы так заденете ее, вот почему-то, вот правда, вот как выбешиваете, раздражаете, это реально. Почему? Потому что где-то вот тут карта карнавал, вот эта вот карта и белая ворона мне говорит о том, что она привыкла уже жить в каком-то мире, в мире где-то, ну, это какое-то лицемерие, люди в масках, тут улыбаются, да, она даже привыкла вот так вот людей как-то определять, да, вот он мне улыбается, он мне тоже выгоден, я тоже буду этого человека использовать по полной, там, да, буду использовать, буду там как-то создавать иллюзию того, что у нас дружеские отношения. Тут же развернулись, она ждет удара в спину от него и сама готова нанести удар. То есть вот она как-то в этом мире вот лжи, лицемерия, вот такого вот чего-то, где ради цели люди легко переступают, ну, через не то, что там свои какие-то убеждения, понятия, какие-то моральные ценности. Это все как-то вообще, это не сюда. Вот тут как будто бы она в этом привыкла и жить, сосуществовать, вот как-то так выстраивать вот свою жизнь, планировать. А тут для нее как гром среди ясного неба, вот это ваша карта белая ворона, а вы что, не такая? И ей хотелось бы понять, какая вы. Ей хотелось бы понять, что на самом деле вы, или вы врете, или вы на самом деле вы тоже как в маске ходите. Тут вот это вот ее раздражает. Ей хотелось бы до конца докопаться. На самом деле ли вы вот такая вот? Не буду говорить, что тут, не буду говорить, что тут белая пушистая, хотя тут белая ворона. И тут как идет вот в противовес вот этим людям, их каким-то проявлением, вот ваше проявление, вот это раздражает, инаковость ваша. При этом карта шут-дурак, опять-таки могу вас сказать, что она воспринимает человеком, который не боится идти во что-то новое, не боится где-то быть такой наивной, даже по-детски какой-то. Может, вот это раздражать, потому что это как радость жизни. Это то, что на вас сигнификация даже ложилась. И то, что вы умеете радоваться этой жизни. Вот тут радость, видите, девушка танцует, да, кайф ловит. От любых проявлений, от танец жизни, радость жизни. Умеете опять озарять этим светом, согревать окружающих. Вот тут и тут дурак в сочетании с вот этим, это как будто бы вы можете найти прекрасное, что-то классное там в любой ситуации. Вот как-то так вот. Оптимизм какой-то, тут даже смелость в чем-то ваша. Вот такая, при этом наивность какая-то, детскость, не похожа на других. Вот что-то такое, ей как будто бы это не совсем доступно. Может, она никогда такой не была, или это уже утрачено. Вот тут так вот. Вот это раздражает. При этом вот тут дальше, конечно, сейчас я буду смотреть. Ой, бедная развилка, грязь, это о чем? Вот если так вот подряд прочитать, то тут как будто бы можно так сказать, что несмотря на то, что в вашей жизни тоже было достаточно каких-то
людей, которые карта бесы, грязь, вы могли сталкиваться с какими-то проявлениями. Понятно, вы же не живете там на каком-то необитаемом острове, не изолированы вы. Скорее всего, вы пересекаетесь с этой женщиной или пересекались, тоже вполне вероятно. Тут вот смотрите, какое-то ощущение, как будто вот эта грязь, какие-то отношения людей, которые, ну, людей портят, да, вот какие-то, может, испытания. А к вам вот эта грязь, тут белая ворона, она как не прилипает. Вот такое вот. Вот это вот выбешивает. Может, ты хотела бы тут какие-то про вас знать, не знаю, нюансы такие, да, которые там очернят вас, там компроматы какие-то, может быть, использовать. А тут как будто бы не получается. Вот это еще выбешивает. Так, развилка карнавал. Еще, знаете, еще, мне так вот оно считывается. На самом деле вы тоже цену этим людям знаете, вот это вот как будто бы можете к себе сильно близко не подпускать, даже если общаетесь, тут как-то развилка, вот мне это больше о том, что у вас есть опыт общения с этими людьми, вы цену им знаете, но по большому счету коммуницируете, но душу не открываете, то есть по большому счету вас даже использовать вот ей трудно. Вот это выводит из себя. И бесы, вот это вот, конечно, и волнительное ожидание. Будто бы все равно, вот сколько бы там не сталкивались вы с чем-то, а все равно ждете чего-то хорошего. И у вас все равно, вы не закрываете дверь для чего-то классного, доброго. Это по поводу того, что шансы вы людям даете. Сколько бы тут гадости не творили. Тут, то есть нет такого, что вы там руки опустили, сказали все. Я закрываюсь от этого мира, этих предателей, эти лицемеры, это грязь какая-то. Нет, покажете, что дурак, ничего страшного. Я это поняла, это пережила, опыт прожила. Где-то даже как будто бы понимаете, что у всех есть какие-то теневые стороны. Тут у вас какой-то такой, знаете, позитивный настрой, позитивный. У вас фиг тут утопишь при желании, да? Извините, конечно. Тут как будто бы желание как-то выморать, ну, в смысле, выморать вас, очернить, как-то приписать там какие-то вам пороки. А тут почему-то, ну, как не удается. Может быть, даже она какие-то плела интриги, и хотелось бы вот как будто бы вас во что-то вовлечь, для того, чтобы потом показать, что ага, она не та, за кого она себя выдает. А не получилось. Но тут не получилось у человека. Вот это вот раздражает. Так, а ну давайте еще. Причем тут вот эти вот карты бесы, развилка и грязь. О чем это? Социум. Ну вот, это правда, тут 100%. Вот смотрите, карта социум, это вот где-то, может, если это рабочий коллектив, если это общие знакомые, друзья, как будто бы она хотела что-то, как бумеранг, чтобы в социуме о вас вот какое-то, то ли изменилось мнение о вас, то ли вам как будто прилетело за что-то. А карта смерти тут не получилось, ее план какой-то, он не удался. Вот то, что она там вкладывала идеально, вот, чтобы, допустим, вас воспринимали другой какой-то, ну, с негативным подтекстом. А вот не сложилось, не получилось. Вот это вот выбешивает. Понятно, что, скорее всего, женщина привыкла доводить до конца свои какие-то там, уже не знаю, планы. А тут тупик. Не, вот с вами это не сработало. Или не в той совсем мере. Или она там планировала, допустим, там по 10-бальной системе, что там это вам так сейчас прилетит. Тут как-то вас тут чуть-чуть сравняют с землей, тут вам это отыграется, тут вам по полной, а тут на 1 балл. Вы, может, и прочувствовали это, но при этом как-то так все сложилось, или вы пошли во что-то новое, или перешли какой-то, знаете, рубеж, или где-то вы считали это все. Но опять, как будто вот эта грязь какая-то вас не коснулась. Вы как были вот этой белой вороной со всеми вытекающими отсюда, как радовались вы жизни, так и радуйтесь. Как ждали вы в жизни в своей чего-то хорошее, что-то хорошее, доброе, светлое, так и ждете, продолжаете. Ну и по факту и радуйтесь жизни. Вот это выбешивает. Ну и понятно, что то, что не останавливаетесь с развитием, переходите куда-то на новый уровень, планируете что-то такое. Вот у вас запрос, тут запрос души, такой у вас рост, развитие. Это как будто бы она же это не может контролировать, она на это влиять не может. Ну, по большому счету, манипулировать вами трудно,
потому что вы какая-то непредсказуемая для нее. Ну, белая ворона. Как будто бы вообще не из ее, не из ее стаи, да. Ой, из стаи, стайки, не знаю, девочки. Ну, и первая карта внешне тоже. Раздражаете, прекрасно, цветете и пахнете. Ладно, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо большое за то, что вы со мной. До новых встреч.